Итак, у тебя есть идея для видеоигры? Да, сэр. Смертельные битвы по мотивам фильма «Кровавый спорт». Да, насчет имейла, который ты мне прислал ранее. Я сделал пару звонков, агенты Жан-Клод Ван Дамма не дали согласия на использование его образа или фильма. Мы можем сделать игру про другого актера. Может, Николас Кейдж? Кейджа? Откуда у нас на него деньги? Скажу тебе вот что. Сделаем игру, не привязанную к актеру или фильму. Оставь фамилию Кейдж. Мне нравится, как она звучит, но поменяй имя. И я думаю, можно назвать игру просто «Смертельная битва». Да, сэр. Джек? Может, Джонни Кейдж, да. Это подойдет. Отлично. Итак, о чем игра? Но вы, наверное, заметили, каким успехом окружена игра «Уличный боец». О чем ты? Конечно, знаю. Я потратил на эту игру уйму четвертаков. Да, вот именно. Я подумал, что мы можем сделать то же самое, только для чуть-чуть постарше аудитории. Постарше? Понимаете, это же драки. Для контраста с другими играми жанра я подумал добавить в игры очень жестокие кровавые спецприемы. Насколько жестокие? Например, один герой бросает ножи, которые врезаются в тело соперника, другой метает на цепи нож, который врезается в тело врага и тащит его за плоть через всю карту. О боже. Да, сэр, помните, как в «Уличном бойце», если персонаж пропустил много ударов, он стоял оглушенный некоторое время? Да-да, припоминаю, с такими забавными звездочками над головой. Вот, я подумал, может быть, мы сделаем то же самое, только когда у соперника уже нет здоровья. Что? Зачем? Я подумал, было бы круто, если бы персонаж после победы мог жестоким и кровавым образом убить своего соперника, вырвать у него сердце или сжечь его заживо. Сэр? По-моему, круто. Ты же помнишь, что мы делаем видеоигру? Мы можем обязать игроков вводить сложные комбинации за короткий промежуток времени, чтобы самые младшие физически с этим не справлялись. Как вам такое? Тогда соперник будет просто падать? Так-то лучше. Расскажи мне про персонажей. Да, так как это драки для аркадных автоматов, я решил не заморачиваться и просто слепил из сюжета про спасение мира сюжет с драками. То есть это как бы драки, но спасение мира от какого-нибудь темного императора или какого-нибудь злого колдуна. И у нас из хороших героев есть Джонни Кейдж, Ага. мастер боевых искусств, также киноактер. Так. Второй герой это Ли Брюс, мастер боевых искусств из Китая. Стоп. Ли Брюс? Да, но я решил, раз это драки, то мы обязательно должны включить сюда Брюса Ли. Хорошо, только мы не можем использовать его имя. Но я же поменял. Даже задом наперед. Как насчет Лю Брюс? Лю Брюс? Ты все еще называешь его Брюс. Лю Чен? Лю Кан? Люкан? Такое есть? Люкан, да. Годится. Запомни, если мы хотим делать омаж, а не плагиат, нам нельзя быть такими очевидными. Да, я забыл, что из этого не привлечет судебный иск в нашу сторону. Омаж. Тогда да, это Мираж. Также я добавил ниндзя. О, люди любят ниндзя. Почему только одного? Сделай хотя бы двоих, сделай их врагами. Я не уверен, что люди смогут их различать, сэр. Ниндзя носят черное. Мы можем сделать им разные цвета у костюмов. Но в этом весь смысл ниндзя, сэр. Они стараются быть незаметными, они носят только черное и атакуют ночью. Желтый и синий? Да, сделай одного ледяным, другого огненным. Людям это понравится. Это не так, как ниндзя выглядит или функционирует, сэр. Вы знаете что-нибудь про ниндзя? Ледяным и огненным. Да, это будет круто. Как скажете, сэр. Синий, желтый. Есть еще маг с бородой, который управляет молнией. Он будет наставником для всех положительных героев. Для Джонни Кейджа, для Лю Кана. Также для военного, который будет охотиться за преступником, который участвует в этом турнире. Знаешь, я думаю, люди немножко устали от образа такого наставника с бородой. Сделай его другим. Я не знаю, придумай что-нибудь. Китайскую шляпу. Сделай его не волшебником, а, например, богом грома. Ты можешь сделать злодея волшебником? Я думаю, всем будет нормально. И ты сказал военный? Ты сказал, там есть военный? Да, военный, полицейский. Я думаю, что-то среднее. Сделай его женщиной. О, сэр, прогрессивно. Геймеры любят смотреть на девушек в видеоиграх. Пусть носит что-нибудь обтягивающее. Но она военная, сэр. Она... В любом случае, как игра заканчивается? После того, как персонаж игрока побеждает всех героев, убивает их насмерть,
Он смотрит биографию своего героя, одна страница, картинка, что-нибудь придумаем. И это даст, знаете, игрокам мотивацию пробовать новыми персонажами проходить, чтобы, ну, вы понимаете, да? Звучит эпично. И экономично. Так что вы думаете в целом, сэр? Я думаю, учитывая небольшой бюджет, потому что игра жестокая, разумеется, мы вряд ли как-то что-то сильно с нее заработаем и вряд ли портируем ее куда-нибудь. Но я думаю, немножечко мы, в принципе, сможем отбиться на игровых автоматах. Nice. Fatality.